Всем привет! Сегодня готовим очень вкусную, хрустящую, ароматную картошечку. Рецепт очень простой, а картофель выглядит очень нарядно и, конечно, украсит любой праздничный стол. Вы только посмотрите, какая картошечка получается. Сверху хрустящая, внутри очень ароматная и нежная. Посмотрите, каждая долька отделяется друг от друга. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. И для приготовления этого вкуснейшего картофеля мне понадобится уже очищенный помытый картофель, примерно 1 килограмм. Также в картофель я буду добавлять лук. У меня здесь лук-шалот. Он имеет очень такой приятный вкус. Конечно, я понимаю, что лук-шалот довольно трудно купить, поэтому можно использовать просто обычный лук, разрезав его на отдельные кусочки. Я же буду использовать лук-шалот целиком, потому что он у меня вот такой маленький. Здесь у меня примерно 100 граммов лука. И я по случаю купила свежий тимьян. Вот такие веточки, они очень ароматные. Конечно, если вам удастся купить свежий тимьян, картошка будет просто великолепная. Если же нет, конечно, всегда можно заменить сушеным тимьяном. И вообще в картошку можно добавить любые специи, какие нравятся вам. Я же буду добавлять сушеный чеснок, примерно 1 чайную ложку, соль, конечно, по вкусу. Также у меня немного перца чили, примерно четверть чайной ложки. Конечно, с перцем чили надо быть очень аккуратными, так как он очень острый. Также буду добавлять вот такие сушеные стручки перца чили, именно целенькие. Они не дадут остроты, но дадут свой аромат. Также у меня здесь вот такие кусочки сладкого болгарского перца сушеного. Он тоже даст свой аромат. И, конечно, мне понадобится масло. У меня здесь 50 граммов растопленного сливочного масла и добавлю 3 столовые ложки оливкового масла. Можно добавить обычное растительное масло. Сейчас на терке я натру картофель. Получаются очень тонкие кусочки картофеля. Посмотрите. Вот такие. Именно зависит от того, насколько тонкие кусочки, картофель будет более хрустящий. Конечно, если у вас нет мандолины такой терки, можно порезать картофель и ножом. Но, конечно, кусочки получатся чуть более толстые. Самое главное, с этой теркой очень аккуратно, чтобы не порезаться. И я рекомендую, конечно, выбирать картофель примерно одинакового размера. Я дотерла весь картофель и сейчас промою его под холодной водой. Промытый картофель я выкладываю на полотенце. Картофель я слегка обсушиваю бумажными полотенцами, тогда он получится более хрустящий. Перекладываю картофель в миску. Сейчас в картофель я добавляю все специи, кроме стручков перца, и хорошенечко перемешиваю. И также я добавляю и соль. Все перемешиваю. Стараемся так перемешать, чтобы, конечно, весь картофель покрылся специями и солью равномерно. И теперь посмотрите, что я делаю. Складываю картофель вот так вот рядками друг к другу и выкладываю в форму. Форма у меня размер 20 сантиметров. Конечно, все зависит от того, сколько картофеля вы готовите, такую и берите форму. Кстати, хотела сказать, что лучше всего этот картофель подавать именно в форме, в которой вы его запекаете. Поэтому вот я использую вот такую симпатичную форму. Так картофель будет смотреться очень красиво на столе. Итак, сейчас я беру лук и вот так вот его в произвольной форме выкладываю между картофелем. Веточки тимьяна я сейчас не выкладываю, чтобы они не обгорели. Тимьян я буду добавлять примерно за 20 минут до готовности картофеля. Сейчас в сливочное масло я добавляю 3 столовые ложки оливкового масла,
перемешиваю. И этим маслом хорошо промазываю весь картофель. Кстати, когда выкладываете картофель, конечно, старайтесь, чтобы он был сухенький, потому что когда вы добавляете соль и специи, картофель еще дает немного воды, влаги. Добавляю стручки перца чили, просто вот так вот сверху. Картофель я отправляю запекаться в хорошо разогретую до 190-200 градусов духовку, примерно на 1 час 15 минут. И как я уже сказала, примерно за 20 минут до готовности я выложу на картофель сверху веточки тимьяна. Картофель я достала из духовки. Запекался он у меня 1 час 5 минут. Посмотрите, как красиво все запеклось. Здесь веточки тимьяна. Такой аромат стоит, просто передать словами невозможно. И, конечно, сверху я еще уложу свежий тимьян. Он еще даст свой аромат, именно когда его выложить на горячий картофель. Посмотрите, как отделяются все дольки картофеля, какие они тоненькие. Сверху очень хрустящие, а внутри картофель очень нежный и мягкий, пропитан специями ароматными и, конечно, маслом. Друзья мои, с большим удовольствием пробую эту картошечку. Ну что я могу сказать? Картошка просто нереально вкусная. Сверху хрустящая, внутри очень нежная и ароматная. Я всем рекомендую приготовить и попробовать. И посмотрите, как замечательно выглядит это блюдо. Оно реально достойно праздничного стола. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока!